Hi everyone, с вами Ева Лорман, и в этом видео я покажу вам самую быструю в мире стрижку под названием Боб Каре. Первый шаг. В зоне А стрижем окантовку высотой 1-2 см. Линия среза параллельно краевой линии роста волос. Второй шаг. Работаем с длиной макушки. На макушке отделяю прядь, опускаю и отмечаю затылочный бугор. Эта прядь должна прикрывать на 1 см затылочный бугор. В среднем длина пряди 14-15 сантиметров. Степ 2 или во втором шаге мы подстригаем вторую опорную точку. Степ 3 или третий шаг. В затылочной зоне отделяю прямоугольный пробор шириной 5 сантиметров. Ориентируюсь на вторую опорную точку, которую мы сделали в степ 2. Сейчас стригу зону Б. Вверх степ 2, а нижняя прядь зоны Б стрижется под 90 градусов. Далее зона С и зона А. Зона С и зона А стрижется методом прядь за прядью сверху вниз под 90 градусов. Степ 4 или четвертый шаг. Мы создали в П-образном проборе опорный ряд, на который мы будем ориентироваться в остальной стрижке. Если волосы редкие, можно сразу все волосы подчесать к этому опорному ряду. Но если волосы густые, делать это надо определенными зонами, вертикальными рядами шириной по 3-4 сантиметра. На конечный результат стрижки это не отразится. Стрижка будет боб каре в любом случае. Все волосы стригу на уровне опорного ряда, который находится в центре прямоугольного пробора. Сложность в этой стрижке, если волосы густые. Придется порциями подчесывать волосы к центральному опорному ряду. В технике Big Step я эту стрижку стригу за 5-10 минут максимум, потому что Big Step – это работа с окружностью головы. Боб каре считается сложной стрижкой в других техниках, и в некоторых случаях ее стригут около часа. Подстригла и высушу волосы без расчески. Я практически всегда сушу по окончании стрижки волосы без расчески. Функцию расчески у меня выполняет рука. Для чего это делается? Для того, чтобы увидеть форму стрижки, настоящую форму стрижки. В итоге у меня получилась идеальная линия стрижки боб каре. Точно подстриженная стрижка должна выглядеть хорошо и без укладки. Это моя фишка. Я таким образом оцениваю свою работу. Если меня все устраивает, я
могу сделать укладку. В данный момент я делаю укладку по-сухому. Никакой сверхъестественной здесь укладки нет. Все должно было быть быстро, в течение получаса. Немного подкрутила волосы, и получилась замечательная стрижка под названием боб-каре. Далее посмотрим на эту же стрижку на других базах. Здесь то же самое, только волос более густой и жесткий. Из-за этого стрижка и выглядит немного по-другому. Аналогичная стрижка, но немного короче в зоне А. Идентичная стрижка, только разница в цвете волос, поэтому и выглядит по-другому. Так бы выглядела эта стрижка, если бы у клиента были волосы более жесткие и густые. То же самое, только более длинная стрижка. Ну, естественно, отличается цвет волос. Когда идет такое сочетание, сразу кажется, что это вообще новая какая-то стрижка. Можно сказать, что я немного приоткрыла завесу парикмахерского искусства. Стрижек ведь существует на самом деле раз-два и обчелся. Вопрос только, на какой базе они стригутся. Вот откуда берется многообразие стрижек. Надеюсь, ролик был для вас полезным. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.